Всем привет, друзья! Хочу узнать, можно ли обогреться при помощи вот такого дизельного отопителя где-нибудь в пути в обычной легковой машине. Ничего для этого не делая. Просто взять с собой обогреватель и попытаться как-нибудь его подключить. Давайте попробуем. Взял с собой аккумулятор. Он потерял емкость практически в 2 раза. Старый. Но буду надеяться, что все получится. Конечно, лучше без корпуса один обогреватель. Как в большегрузах устанавливают автономки без корпуса. Они меньше места занимают и проще и быстрее установить. Вот такое живописное место на берегу Волги. Вот автономка. Сейчас попробую как-нибудь ее подвесить вот сюда и посмотрим, можно ее будет применять или нет. Пока просто простой эксперимент. Потом, когда будет гораздо холоднее. Сейчас температура где-то 0 градусов, ну, -1, 0 градусов. Потом проверим и в мороз. Аккумулятор у меня с собой. Все у меня с собой. В общем, буду подвешивать вот сюда. Так, здесь все подключено. Буквально за 5 минут я ее повесил из того, что было. Предчувствую, что будут комментарии негодующие. Но ничего, это всего лишь эксперимент. Запускаем. Так, вот пульт. Запускаем. Запустил автономку. На свету плохо видно. Напряжение просело. Сейчас включится свеча накала. Ой, понеслась. Одиннадцать и 7 вольт. Ну, не очень сильная просадка. Ничего, нормально. И потом посмотрим, сколько он будет брать. Ну, сколько будет напряжение на аккумуляторе, когда он будет работать на минимальных режимах. И хватит ли минимальных режимов для обогрева. Вот так скажем. Ноль градусов. Ну, это положим в машину. Сейчас автономка работает на полную. Потом обороты упадут, и она будет работать на минимальных режимах. От 1 до 5 киловатт. Вон дует, аж занавески шевелятся. Так, здесь ничего не нагреет. Да, в принципе, не должно. Вот трубка топлива. Ничего не нагревает. Думаю, все нормально будет. Включил на 14. Это у меня минимальная. Вот.
Вот так тихо работает. Напряжение 12-22. Причем это аккумулятор очень старый, как я уже говорил. Закрываем. Работает на минималках. Воздух идет. Конечно, щели. Надо что-нибудь еще придумывать. И поменять вот эти вот шланги надо другие. Немножко резиной воняет. Не сильно, но есть чуть-чуть. Машина была открытая, тепло все вышло. И вот сейчас около 10 градусов. Будем сидеть, наблюдать. Но уже вот так хоть целый день можно простоять, и будет тепло. Температура медленно, но растет. Надо прибавить чуть-чуть оборотов. Так, ну-ка чуть пободрее сделаю. — 21. О, пошел кирогаз. Так, термометр положу вот здесь. Ну что, пока экспериментом я доволен. Для полноты ощущений взял с собой поесть. Сейчас разогрею. Тепло, в принципе, нормалек. Прошло уже около часа. Работает 52 минуты обогреватель. Напряжение 12-17. — 12-16. Запас еще есть. Чуть больше минималок. Чуть больше, чуть выше минимальных настроек. Можно еще их во что-нибудь завернуть, чтобы не остывали. Конечно, плохо, что он берет воздух уличный. Уличный воздух холодный. Его труднее нагревать. Если где-нибудь в поездке, можно потом вот этот аккумулятор снять, поставить на машину и на ходу зарядить. Ну вот так, в принципе, если вот так машина будет стоять, то ничего и не видно. Спокойно можно ночевать. Если отойти, вот отошел, тоже не видно ничего. Да и не слышно практически. Еле-еле такой шумок. 12 и 15. Нет, аккумулятор быстро не разряжается. Его на ночь хватит. В следующий раз надо будет залить полный бак и сделать тест в более экстремальных условиях, когда будет похолоднее. Но сейчас вот пар, сейчас, наверное, -2 где-то. Ну, до -15
Я думаю, можно вот такое приспособление ставить. Так, температура показывает 0, минус 3. От 0 до минус 3. Ну, так лежишь, разглядываешь Волгу. Никого нету. Кругом лес. Ну и ты один в машине. И автономка работает. Можно прибавить обороты и сделать жару вообще. Но я думаю, это делать не обязательно. Вот при такой скорости температура где-то будет ночью плюс 20 градусов. Но этого достаточно. Для комфортной ночевки. Не надо без конца прогревать двигатель, то и дело. Один раз я возвращался в ноябре с юга. Температура опускалась уже до минус 3, до минус 5. Уже было холодно. Ночевать в машине было некомфортно. Можно выставить на полные обороты. Быстро салон прогреть и потом сделать минимальные. Так, температура 22 градуса. Вот в этом заднем отсеке. Я считаю, это нормально. Я думаю, она поднимется вообще до 25 градусов. Постепенно. А 25 градусов при практически минимальной работе это нормально. Можно спать с комфортом. Ну что, буду завершать предварительные, можно сказать, испытания. Так, где здесь выключается-то? Он, off. Все, аппарат выключается. Включается продувка. И выключится. Машина остыла, холодная. Вот такое вот небольшое испытание. Пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока. Как только наступят морозы, продолжу эксперименты. До связи.